Россия – огромная страна. Но что значит эти слова? Разве это только про расстояние? Российским просторам многое соразмерно. Поэтому у нас и душа широкая, и цели грандиозные, и перемены огромные. От Балтики до Тихого океана развивается Россия, трансформируется. Столько сделано за последние годы, придумано, построено, обновлено. Пройден колоссальный путь. Куда ни посмотри, новые достижения и успехи. Есть чем гордиться и за что себя похвалить. Шаг за шагом строится новая Россия. Красивая, технологичная, заботливая и комфортная. Да, Россия – страна огромных расстояний и таких же возможностей. Достигая большего в разных направлениях, мы вместе меняем жизнь в нашей стране к лучшему. Мы хотим создавать уют вокруг себя. В масштабах страны это особенно заметно. Создавать этот уют позволяет быстрорастущая строительная отрасль. Большими темпами появляются новые дома, дороги, набережные и парки. Строятся важные инфраструктурные объекты и реализуются небольшие проекты по благоустройству. Мы стремимся к тому, чтобы в России было хорошо везде. От небольшой станицы на юге до промышленного поселка на севере. Новая Россия строится в первую очередь для людей. Особое внимание – дети. И, конечно, их мало. Строительство детских садов и школ – это наша забота о будущем. О тех юных умах, которым важно знать, что они и есть то самое будущее. Для нас Родина начинается с дома. И важно, чтобы он был у каждого. Уютный, светлый, свой. Жилищное строительство в России еще никогда не было таким масштабным. Строятся целые кварталы с новыми ЖК и отдельные частные дома. По всей стране возводятся миллионы квадратных метров. За этими рекордными цифрами миллионы счастливых людей, которых можно поздравить с переездом в новое жилье. Рекорды в целом про Россию. Про наш характер и победы в жизни и в спорте. Как в любительском, так и в профессиональном. У каждого должна быть возможность заниматься спортом и укреплять свое здоровье. Развитие этой сферы в нашей стране поддерживается строительством новых спортивных школ, охватывающих разные дисциплины. Российские спортсмены добиваются выдающихся результатов в летних и зимних видах спорта. Но скажем честно, зимние нам как-то ближе. Конечно, это связано с тем, что мы живем в северных широтах, но есть и еще одна веская причина. В спортивной истории навсегда останется наша зимняя Олимпиада. Сочи 2014. Это не только спортивный триумф. Это победа инженеров, архитекторов, рабочих и строителей, создавших с нуля спортивную и туристическую инфраструктуру столицы зимних Олимпийских игр 2014 года. Кто еще мог провести зимнюю Олимпиаду у теплого моря в субтропиках? Кто мог построить трассы и арены в горах? Кто мог протянуть туда шоссе и железную дорогу? Только Россия. И только нашей стране суждено было занять первое место на пьедестале общего зачета. Мы добыли свою победу кропотливым трудом. На своих, во всех смыслах, Олимпийских играх Россия собрала 11 золотых медалей, 10 серебряных и 9 бронзовых. Эти игры были жаркими, зимними, нашими. И дело не только в медалях. Важнее всего, что мы провели незабываемое спортивное мероприятие у себя дома. Мы с радостью встречали гостей из разных стран. Под вспышки тысяч камер и взгляды тысяч объективов с гордостью показывали нашу прекрасную Россию миллиардам людей по ту сторону экранов. Всего на 22-е зимние Олимпийские игры приехало 88 стран-участниц. Было разыграно 98 комплектов или 1254 медали. Рекордное количество за всю историю.
Благодаря своему упорству мы добиваемся многого не только в спорте. Новые рекорды ставятся и в отечественной науке. На территории 35 регионов России уже работают 15 научно-образовательных центров мирового уровня, и их количество будет расти. Создаваемые в России интеллектуальные центры помогают российским ученым искать ответы на сложнейшие вопросы современности. Чем труднее, тем нам интереснее. На сегодняшний день существует 7 математических проблем задач тысячелетия. Из них решена всего лишь одна. Гипотеза Пуанкаре, доказанная российским математиком. Гипотеза была сформулирована в 1904 году. Почти век спустя Георгий Перельман из Санкт-Петербурга нашел и доказал ее решение, вызвав сенсацию в мире. Российские успехи в теории сопоставимы с успехами на практике. Коронавирус COVID-19 был без преувеличения вызовом для всего человечества. Быстрое распространение вируса опасной формы требовало решительных действий, и они были приняты. В современном мире никто не сталкивался и не знал, как бороться с такой пандемией. Но мы справились. За что еще раз стоит сказать спасибо всем медицинским работникам России, которые круглые сутки без отдыха боролись за жизни миллионов людей. И создали первую в мире вакцину против ковида – «Спутник Ви». Комбинированная векторная вакцина, которая выпущена более 155 миллионов доз. В России на сегодняшний день этой вакциной защищены более 70 миллионов человек. Но не будем о трудном прошлом. Лучше о веселом. В 2018 году наша страна целый месяц жила футболом. Россия создала вокруг чемпионата мира настоящий праздник. Впервые Мундиаль проходил в Восточной Европе и одновременно на территории Европы и Азии. Чемпионат подарил нам незабываемую игру российской сборной. Напряженную серию пенальти в игре против Испании и невероятный сейф ногой от Игоря Акинфеева. «21-й чемпионат мира по футболу прошел на 12 стадионах в 11 городах России. Посмотреть игры 32 сборных приехало более 3 миллионов иностранных гостей. Кроме футбола, найти ключ к сердцам разных людей помогает и культура России. Через многие виды искусства можно узнать о наших идеалах и ценностях, о традициях и истории, о чувствах и мечтах. Наше искусство выражает то, что на душе, и убедиться в этом можно разными способами. Культурная жизнь в России наполнена выставками и перформансами, концертами и фестивалями, театральными и музыкальными представлениями. Объединяет это все Пушкинская карта, по которой можно купить билеты. Карта выдается молодым людям России от 14 до 22 лет. Это целая программа, направленная на просвещение молодежи и раскрытие творческих способностей. Карта открывает двери музеев, театров, библиотек, филармоний и других мест, где кипит культурная жизнь. Это тысячи организаций культуры по всей стране. С помощью Пушкинской карты можно бесплатно посетить увлекательные мероприятия и увидеть много интересного. От событий Дягилевского фестиваля до картин выдающихся мастеров. Работы да Винчи, Пикассо, Матисса, Дега и других великих художников хранятся в музеях России наряду со многими знаменитыми экспонатами. Откройте для себя великое искусство и уникальную культуру России. Пушкинская карта – ключ к музеям и мероприятиям страны, стирающий границы между разными регионами и городами. А еще это удачный пример цифровых решений, которых в России с каждым годом становится все больше. Наша страна в тройке мировых лидеров по уровню цифровизации. Сегодня почти 90% граждан России пользуются интернетом. Трудно представить, что каких-то 20 лет назад таких людей было всего 3,5%. Вспомните, как просто сейчас вызвать такси или купить что-то в интернет-магазине. Какими удобными и быстрыми стали банковские услуги. Огромная работа также проделана и в сфере государственных услуг, большинство из которых теперь можно получить онлайн. Решение бытовых и жизненных ситуаций.
финансовые и налоговые вопросы. Все это можно сделать на сайте госуслуг. Развитие интернета и цифровизация государства сделали нашу жизнь лучше и проще. Новая Россия – наш общий дом с грандиозными возможностями. Я обожаю мои любимые уведомления, это уведомления от налогов. Когда мне приходит, вот это, знаешь, Я захожу там 0,06 копеек. Типа 0,06 копеек. За 6 копеек у меня такой там баннер красный захвачиваешь. все, как идешь список должников. Если все им 12 То есть 7:25 машина, за 10 минут дойдет. Запускай там, постоит надо. Ну в 7:30 давай. Скажи, чтобы без опоздания. Тарелка звонит, что им сказать-то? Какой? Тарелка? Сказать, что не нужны, да? Не, мы быстрее доедем, скажи, что, потому что мы рядом с Хованским.